Здравствуйте, дорогие друзья! Приветствую вас на новой лекции канала «Жизнь после жизни есть, я знаю», который посвящен доказательствам жизни после смерти и устройству потустороннего мира, куда каждый из нас попадает по завершении своего земного пути, где и воссоединяется с ранее усопшими родными и любимыми и продолжает бесконечное путешествие по нашей прекрасной и удивительной Вселенной. Если вам нравится то, что мы делаем, вы можете поддержать работу нашего канала донатом по ссылке в описании видео. Благодаря вашей поддержке наши ресурсы остаются бесплатными для всех. Большое вам спасибо. Сегодня я расскажу вам о том, какие существа, помимо духов обычных людей, обитают на том свете. Что происходит, когда вы встречаетесь с ними, и почему не следует бояться таких встреч. Сделаю я это на личном, практическом опыте и примере, исходя из тех потусторонних встреч, что к нынешнему моменту моей жизни случились со мною. Приступим. Когда в результате какого-либо трансформирующего события, которым может являться смерть близкого человека, катастрофа, непосредственное знакомство с собственной смертью или любое другое тектоническое событие физического воплощения на Земле, человек начинает открывать потусторонний мир, знания о жизни после смерти и нашей бессмертной духовной природе, многие вопросы, ранее не находившие ответов, становятся очевидными. Ситуации, которые ранее оценивались как галлюцинации или игра воображения, переоцениваются и находят свое место в объяснении смысла всего происходящего с человеком. Я не стал исключением подобного влияния, и после начала моего духовного разворота, вызванного трагической смертью самого родного и близкого мне человека, уже знакомого постоянным зрителям канала Дани, переоценив происходившие в моей жизни паранормальные события, убедился, что я, как, кстати, и почти все живущие, знаком с потусторонним миром уже очень давно и сталкивался с ним множество раз. О части таких встреч я уже рассказал вам в нашей книге «Жизнь после жизни есть, я знаю. Путешествие скептиков в потусторонний мир». Сейчас же расскажу вам еще о нескольких таких показательных знакомствах. Этот рассказ неподготовленному зрителю или слушателю может показаться симптомом шизофрении и следствием бредовых галлюцинаций. Но если отнестись к нему непредвзято и спокойно, разложить все по полочкам и сравнить этот опыт с опытом других людей и информацией, описанной в качественной литературе о жизни после смерти и устройстве потустороннего мира, рано или поздно любой, даже самый скептически настроенный человек приходит к выводу об их реальности и даже закономерности. Итак, первый случай. Мне 12 лет. Я живу в сельской местности с семьей, хожу в обычную школу, не пью, не курю, не употребляю, занимаюсь обычными подростковыми делами и даже не думаю ни о чем потустороннем, паранормальном или фантастическом. Ну разве что желаю побывать в далекой-предалекой галактике и познакомиться с Люком Скайуокером, разделить одно из приключений Индианы Джонса, да не стать жертвой Терминатора из будущего. Но это мысли совершенно иного рода, свойственные почти всем детям того времени и не имеющие никакого отношения к знаниям о жизни после жизни и тонком мире. Однажды утром выходного дня, было уже светло, я просыпаюсь, бросаю взгляд на шкаф, стоящий в противоположном конце комнаты у входной двери, и вижу, что на нем сидит небольшое существо, ростом сантиметров 40, с красными глазами и пристально смотрит на меня. Я пугаюсь, не верю глазам, впадаю в ступор. Затем начинаю тереть эти свои глаза, стараюсь как следует проморгаться. Тем временем существо медленно тает
пока окончательно не растворяется в воздухе. Разумеется, когда я рассказал взрослым о том, что увидел, мне никто не поверил, посчитав все это галлюцинацией, разыгравшимся детским воображением и выдумками. И только мама, выслушав мой рассказ, к моему удивлению, не стала делать подобных выводов и ехидничать, сказав только: «В следующий раз, когда оно появится, просто брось в него тапок, и оно исчезнет». Почему она так спокойно это восприняла? Возможно, подсознательно и интуитивно сказалось влияние экстрасенсорных способностей, блуждающих в нашем роду, но недоступных ни мне, ни ей, в силу то ли отказа от их использования в далеком прошлом, то ли изначального отсутствия предрасположенности к ним. Несмотря на пугающий внешний вид существа, я вполне допускаю, что это была какая-то вполне положительная духовная сущность. Например, тот, кого стереотипно называют домовым, или какой-то другой дух-охранник семьи и рода, ведь ничего плохого оно мне не сделало, только спокойно и невозмутимо наблюдало издалека за спавшим ребенком. Кроме того, на том свете совершенно иное восприятие внешности, лишенное земных стереотипов красивого и ужасного, и очень страшное по человеческим меркам существо вполне может быть добрым и прекрасным. Частично мы можем видеть это и здесь, на Земле, когда на первый взгляд страшные внешние люди оказываются самыми замечательными, умными и неравнодушными, исполненными любви и света. Это может показаться невероятным, но если при первой встрече не испугаться таких людей, не проявлять высокомерия, не отталкивать их и подружиться с ними, в какой-то момент и глазами начинаешь воспринимать их как прекрасных принцев и принцесс, несмотря на то, что реально, физически, их некрасивая внешность не поменялась. Но ты видишь уже не внешность, а внутренний мир. Вот точно так же все обстоит и на том свете. Внешность ничего не значит. Определяющее значение имеет то, что внутри. Как бы там ни было, использовать тапок в качестве оружия против моего паранормального гостя мне так и не пришлось. Существо больше не появлялось, однако гости другого рода захаживали и продолжают это делать и поныне. Второй показательный случай. Мне 37 лет. Мы с Даней отправились в грандиозное путешествие по Таиланду. Накануне вечером мы очень сильно поругались. Сказалось психическое напряжение, которое мы оба испытали в связи с тем, что нас ограбили в Бангкоке местные щипачи, украв из моего рюкзака довольно внушительную сумму денег. Дело было даже не столько в деньгах, сколько в том, что мы почувствовали себя круглыми дураками, которых легко обвели вокруг пальца, пока они доверчиво и забыв об осторожности, знакомились с местными достопримечательностями. Отвратительное ощущение, которое затем мы вылили друг на друга, включив конфликт отцов и детей на полную катушку. Абсолютно безрассудное и безответственное поведение, которое сейчас я бы никогда себе не позволил. Но то было совсем другое время и совсем другое состояние духа, уровня опыта и знаний. Находясь в мрачном и негативном состоянии ссоры, мы отправились спать. Я заснул и всю ночь наблюдал неприятные, тревожные и кошмарные сновидения. Открыв утром глаза, я посмотрел на потолок номера отеля и увидел там две сущности. Одна зависла надо мной, вторая над Даней. Это было что-то наподобие двух черных сгустков до 50 сантиметров в диаметре, от которых в разные стороны исходили шевелящиеся щупальца, как у осьминогов. Точно так же, как в далеком детстве, я тогда ощутил испуг, протер глаза, проморгался, и сущности плавно исчезли.
Несколько лет спустя, уже после переезда Дани на тот свет, когда я стал получать от него послания и знаки, засел за литературу и исследования потустороннего мира, я понял, что это были обычные, самые заурядные астральные лярвы. Потусторонние энергетические паразиты, присосавшиеся к нам из-за выброшенных нами же накануне эманаций гнева и злобы, которые они и потребляют в качестве пищи. Все стало предельно ясно и очевидно. Но в тот момент я снова счел это галлюцинаторными проявлениями непроснувшегося мозга и предпочел побыстрее выкинуть этот страх из головы. Однако Дане я об этом рассказал, и, как ни странно, он мне поверил и ответил, что еще в самом начале поездки обратил внимание на то, что энергетика в гостиничном номере не самая лучшая, и, по-видимому, странные сущности обитают здесь из-за этого. Еще один случай происходил со мной регулярно на протяжении многих лет. В момент пробуждения, когда я открываю глаза, я периодически наблюдаю рядом с собой прозрачный человеческий силуэт, который просто стоит и как будто смотрит на меня, а затем на протяжении нескольких секунд медленно тает в воздухе, отдаляясь от меня, пока не пропадет совсем. Я затрудняюсь сказать, чем вызвано это явление. Возможно, это один из моих духовных друзей или наставников. Быть может, кто-то из спутников, с которыми я путешествую во сне. Может быть, кто-то из умерших или никогда не воплощавшихся на земле родственников оберегает мой сон. А может быть, это одно из моих собственных тонких тел, которые я оставляю, возвращаясь в физическое тело, и успеваю заметить его в момент пробуждения, пока сознание еще не полностью возвратилось в плотный мир и физическую реальность. Кто знает, но факт остается фактом. Это явление случается и время от времени повторяется. Как и тот факт, что за всю мою жизнь потусторонний мир мне не только никак не навредил, но и всячески помогал во всем, чем я занимался. Поэтому, даже если мой рассказ и его образы показались вам пугающими, не бойтесь. Страх возникает лишь от незнания и непонимания. Но прошедшее время и влияние событий показывают, что бояться абсолютно нечего. Более того, как вы уже знаете из прошлых лекций и наших книг, страх, как и все остальные эмоции и мысли, строит для вас не самую благополучную, а порой и кошмарную реальность. Именно поэтому и не следует бояться вообще ничего. Нет страха, нет и негативных событий, нет и дурных людей, нет и ужасных потусторонних сущностей, нет и вреда. Предвосхищая так называемую критику скептиков, сразу скажу: описанные мной в этой лекции и другие регулярные паранормальные явления, происходившие в моей жизни, не могут быть объяснены лишь галлюцинациями и остатками снов, просочившимися в реальную жизнь, так как повторяются и совпадают по своим признакам с подобными же явлениями, испытываемыми многими другими людьми по всей планете и описанными во множественных литературных источниках и протоколах исследований. Я заметил, что многие необъяснимые с точки зрения традиционной науки явления происходят со мной именно в момент прохождения границы явь-сон и обратно сон-явь. Иногда в эти моменты я слышу голоса в голове. Иногда получаю непосредственно в сознание визуальные образы и картины, а также, как следует из рассказа выше, встречаю разных потусторонних существ. А значит, я на практике и на личном опыте могу подтвердить, что человеческий сон – это не просто сон, но действительно, как и пишут многие заслуженные парапсихологи и исследователи, есть выход сознания из физического тела и его путешествие по мирам более тонким, чем плотный физический мир Земли, в
котором мы все пребываем во время бодрствования. По-видимому, мои встречи с потусторонними сущностями становятся возможными из-за того, что, пробуждаясь, я какое-то краткое время сохраняю способность воспринимать тонкий мир, пока продолжается процесс воссоединения моего сознания с физическим телом. Разумеется, я не являюсь эксклюзивным обладателем такой способности. На самом деле она доступна всем, если правильно направлять свой фокус внимания и верить в потусторонний мир. Внимательно приглядитесь и прислушайтесь к тому, что происходит в моменты вашего засыпания и пробуждения. Возможно, и вы сможете увидеть закономерности, найти важные ответы и поделиться ими с окружающими. За прошедшее с момента ухода Дани из земного мира и старта моего духовного разворота время были у меня и другие удивительные встречи с существами с потусторонних уровней мироздания. Но об этом я расскажу вам в одной из следующих лекций, ибо этот рассказ заслуживает отдельного, подробного разговора. В целом же могу сказать, что мне очень интересно продолжать свое исследование жизни после смерти и устройства тонких планов бытия, разбираться во всем этом и еще больше погружаться в потусторонний мир, открывая его секреты и невероятные возможности духовного роста, которые он предлагает. И я бесконечно рад, что имею чудесную возможность разделить все эти блага с вами. На сегодня это все, дорогие друзья. Дополнительную интересную и полезную информацию за пределами лекций, ответы на ваши вопросы о жизни после смерти в целом и по этой лекции в частности, а также познавательные статьи о потустороннем мире вы найдете в нашем телеграм-канале. Ссылка на него, как всегда, в описании видео и на экране. Добро пожаловать! Встречаемся на новой лекции здесь же, на нашем YouTube-канале. А пока всего вам самого лучшего, волшебного и замечательного.